В этом выпуске, как менялись отношения Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе, и почему поклонники Этери Тутберидзе ополчились на Татьяну Тарасову после Олимпиады в Корее 2018 года. Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, когда Международный союз конькобежцев ИСУ рассмотрит вопрос об увеличении возрастного ценза в фигурном катании. А теперь обо всем по порядку. Этери Тутберидзе уже великая. Как менялись отношения Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе? Сильные должны держаться вместе. Кажется, именно этим девизом теперь руководствуются Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе. В минувшем сезоне отношения между двумя грандиозными женщинами мирового фигурного катания заметно потеплели. Татьяна Анатольевна горячо поддерживала коллегу в абсолютно любой ситуации, а Этери Георгиевна благодарила великую наставницу за неоценимую помощь ее дочери. Так что же растопило лед между выдающимися тренерами прошлого и настоящего? Поклонники Тутберидзе ополчились на Тарасову после Олимпиады в Корее 2018 года. В фигурном катании, как, пожалуй, в любой сфере, есть свои долгоиграющие конфликты. Так, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина десятилетиями игнорирует свою бывшую наставницу Татьяну Тарасову, а Евгений Плющенко и Алексей Ягудин продолжают обмениваться колкостями, даже спустя почти 20 лет после эпической битвы на играх в Солт-Лейк-Сити. Между Тарасовой и Тутберидзе открытого противостояния никогда не было, но многим болельщикам их отношения казались натянутыми. В предыдущем олимпийском цикле Татьяна Анатольевна восхищалась Евгенией Медведевой и не особо скрывала симпатии к ней на Олимпиаде. В том числе во время знаменитого репортажа с произвольной программы в Пхенчхане на Первом канале. Потрясающая программа. Все катала. Все делала. Я хочу, чтобы она выиграла. Не потому, что не хочу, чтобы малая выиграла. Не потому, что она заслужила, а потому, что она так перестрадала, говорила Татьяна Анатольевна в прямом эфире. Поклонники Загитовой и тренерского гения Тутберидзе уличили наставницу в непростительной для комментатора необъективности и автоматически записали в хейтеры Алины Загитовой и Этери Тутберидзе. Тарасова же осталась верна себе, поддержав Медведеву после ее скандального перехода от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Победы, конечно, все забыты. У нас никто ничего не помнит. Мы не помнящая нация. Обливать ее без конца и без конца учить ее, что ей надо делать в жизни. Такую девочку, которая прославляет свою страну. Хотя Тарасова и заняла сторону Медведевой в ситуации с ее уходом от Тутберидзе, напрямую Татьяна Анатольевна Этери Георгиевну никогда не критиковала. Порой болельщикам казалось, что она недостаточно восторженно отзывается о работе лучшего тренера мира или намеренно не упоминает ее имя в репортажах. В интервью Тарасова отдавала должное молодой коллеге, отмечая уникальное трудолюбие Этери, но вместе с тем обходилась без громких эпитетов. Тутберидзе же о Тарасовой публично заговорила лишь раз, во время интервью Владимиру Познеру. «Я у нее покаталась, наверное, полгода. И приняла решение закончить. Мне кажется, она даже не вспомнит, что я у нее каталась». Позже Татьяна Анатольевна подтвердила предположение бывшей ученицы. «Я тоже ее не взяла, она и ко мне ходила. Уже намного позже, когда эта история выяснилась, говорила ей. Я тебя не помню». А она рассказывала. «Вы работали с Климовой и Пономаренко, и вообще ничего вокруг не видели. Это было видно. Я действительно никого и ничего не видела, работала только точечно. И кто там приходил и уходил, не замечала», — говорила Тарасова. Самый скандальный эпизод в отношениях Тутберидзе и Тарасовой спровоцировала команда Этери. В декабре 2019 года Татьяна Анатольевна предположила, что приостановившая карьеру Загитова на соревнованиях больше не появится. И оказалась права. Весьма корректное и сдержанное высказывание великого тренера настолько возмутило штаб Тутберидзе, что там решили ответить. Причем команда Хрустального язвила в адрес великого тренера. За 3 программы Алина Загитова показала спортивного результата больше,
чем некоторые спортсмены за 10. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы. Тарасова тогда проявила мудрости, в отличие от Плющенко, ввязываться в перепалку со штабом Тутберидзе не стала. В мае 2020-го она рассказала о своих отношениях с Этери Георгиевной. «Мы не общаемся. Я не лезу с советами. Только поздравляю. И комментирую. Что я могу еще сказать, кроме того, что говорю в комментарии? Почему между Тарасовой и Тутберидзе сложились теплые отношения?» Однако уже в сентябре болельщики стали замечать положительные изменения в отношениях двух выдающихся женщин российского и мирового фигурного катания. Во время контрольных прокатов Тарасова опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой стоит в обнимку с Тутберидзе, а вскоре поддержала ее воссоединение с Евгенией Медведевой. Впоследствии Татьяна Анатольевна неизменно поддерживала Этери Георгиевну и одобряла каждое ее решение, включая возвращение Алены Косторной и Александры Трусовой, а также намерение поработать в парном катании. Тарасова не устает восхищаться Этери, и даже помогла в подготовке танцевального дуэта Диана Дэвис-Глеб Смолкин, в котором выступает дочь Тутберидзе. Спасибо огромное Татьяне Анатольевне за неоценимую помощь в подготовке, за драгоценные и авторитетные советы, написала Тутберидзе в Инстаграме, добавив хэштег «благодарность». Совсем недавно, комментируя итоги тренерской работы Плющенко, Татьяна Анатольевна снова высоко оценила талант и профессионализм Тутберидзе. «Женя, я вижу, хочет стать тренером. Этери Тутберидзе – уже великая, выдающийся тренер. У нас не может так быть, чтобы сегодня захотел, а завтра на. Нет. Это путь, это свои тренировки. Это долгий и тяжелый путь наверх». Болельщики пытались понять, почему отношения двух тренеров заметно улучшились. Одни уверены, что дело в Медведевой, которую принято считать любимицей Татьяны Анатольевны. Другие строят более изощренные теории заговора. Но все может быть гораздо проще. Не исключено, что Тарасова наконец приняла Тутберидзе как равную и относится к ней соответственно. Хочется верить, что Этери Георгиевна понимает и ценит расположение мэтра, потому что такое признание действительно дорого стоит и достается далеко не каждому. Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что вопрос об увеличении возрастного ценза в фигурном катании рассмотрят на Конгрессе Международного союза конькобежцев ИСУ в 2022 году. Голосование Конгресса ИСУ в нынешнем году пройдет в онлайн-режиме, решения будут приниматься по ключевым вопросам, важным для жизнеобеспечения организации. Голосования по ним пройдут по электронной почте с 15 по 22 июня. Результаты голосования будут оглашены 30 июня. Рассмотрение большинства вопросов, в том числе увеличение возрастного ценза, разделение судейских бригад и ряда прочих, отложено на 2022 год, когда планируется провести Конгресс в Пхукете. В настоящий момент к участию в чемпионатах мира и олимпиадах допускаются спортсмены, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет. ИСУ планирует рассмотреть вопрос о повышении возрастного ценза до 16-17 лет.